Ну, Леночка, здравствуй. Доброе утро. Рада тебя видеть. Красивый костюм, чашка под костюм. В общем, видно, что ты готовилась. Первое кофе сегодня у меня с Еленой, потому что дома не было кофе. Я уже не стала бежать в магазин и написала ей в 7 утра: у тебя есть кофе? Она говорит: да, 2 вида, приходи. Вот, я сегодня пришла на завтрак к нашему очаровательному психологу Елене Лесных, как вы уже видели ее не один раз в наших сериалах. И вот она говорит: Виктория, приходи, позавтракаешь и с тобой поговорим. Я же люблю болтать и раскрывать человека. И вот сегодня я пришла открыть Елену глубже. Я не готова. Вернее, Елена не готова, она не знает, что я буду спрашивать. Но мы так, по-дружески, немножко с ней познакомимся ближе. Ну, смотри, дорогая, у тебя такая профессия волнующая. Вот почему ты выбрала эту профессию, психолог? Это очень непростой вопрос, и об этом можно говорить бесконечно, но как мне кажется, что любой человек приходит в эту профессию, чтобы сначала найти себя. И я вообще работаю с людьми практически 30 лет, и это моя не первая профессия. Моя первая профессия, я работала стилистом, и достаточно успешно, я много преподавала, я много училась, у меня была своя команда, у меня был крупный бизнес. И самое большое, от чего я получала удовольствие, От это общения, да? менять людей. И каждый раз моя мечта и то, от чего я получала удовольствие, когда человек становился красивее. Но я работала с внешностью, и я понимала, что чего-то не хватает. Вот я делаю, но что-то упускаю, я не могла найти этот инструмент, вот этой красоты. И я долго его искала, но и себя. Я становилась все успешнее, в своем городе у меня было большое признание, но внутреннего счастья мне это не давало. Чем больше внешне был успех, тем внутри мне было хуже. И я не понимала, что происходит. Пока я не поняла, что нужно искать не вовне, а внутри. И параллельно я пошла учиться в институт на психолога. И в этот момент я поняла, что не образование нужно человеку, а нужно сначала разобраться с тем, что внутри. И я пошла в личную терапию. Я в личной терапии нахожусь 10 лет. То есть и по сей день я нахожусь в личной терапии, потому что мое четкое убеждение, что любой психолог сначала должен вылечить себя, и только потом он имеет право работать с людьми. К слову, в Европе на законодательном уровне ты не имеешь права работать с людьми, если ты 5 лет не был в личной терапии, и ты не получишь лицензию. И я очень жду, чтобы в России это наконец-то тоже вышло на этот уровень. Потому что сейчас лицензирования профессии нет. То есть любой, даже ты можешь назвать себя психологом, не имея образования, и давать консультации, потому что это не урегулировано. И, к сожалению, на этом рынке, даже как писали твои подписчики, что много людей, действительно, которым самим нужна помощь, и от этого очень горько. И очень сложно отличить хорошего специалиста от не очень хорошего специалиста, потому что очень часто как раз люди, которые, скажем так, не в себе, они с уверенностью утверждают, что они могут помогать другим. А люди здоровые, они сомневаются, но это тоже признак. Я являюсь членом конфедерации, я в научном комитете, я вижу, как много хороших специалистов, они наоборот сидят в кабинете, их никто не знает. То есть их очень сложно найти, их вот как, знаешь, бриллиант передают из рук в руки, поэтому если вы ищете себе специалиста, то лучше, конечно, ищите по сарафанному радио, так проще найти. Интересно. И когда уже то есть я, получается, около 5 лет я была в личной терапии, и я получила одно образование, и я поняла, что мне его не хватает, и я хочу углубляться, потому что я занимаюсь именно психоанализом и психотерапией, потому что я считаю, что мы реагируем на все из глубины, и начало там внутри. Я получила второе высшее образование, именно связанное с психоаналитической психологией, психоанализом.
и начала уже свою практику. Когда я начала свою практику, и я увидела, как меняются люди в кабинете, я увидела, что когда человек приходит к себе, он становится именно тем красивым. К себе, да? Да, он к себе возвращается, потому что мы сюда приходим, мы знаем, какие мы, но, к сожалению, социум, семья, еще какие-то вещи, они накладывают на нас отпечаток, и очень часто мы за этими отпечатками, установками не видим себя. И я увидела в кабинете то, что я искала в кресле, когда я делала красоту, когда человек возвращается к себе, когда он расслаблен, и тогда он становится красивым. Ему не нужна ни косметика, ему не нужны аксессуары, ему не нужно ничего. Он сам по себе становится прекрасен. И лучше этого, красивее этого нет ничего. Ты знаешь, мне очень часто горько от того, что я не могу ни с кем в кабинете себя посадить, чтобы показать, насколько большая разница людей, которые приходят и которые спустя время начинают меняться и становятся собой. Это совершенно два разных человека. И я в этой профессии нашла то, что я искала. И я счастлива от того, что люди становятся счастливее. Шикарно. А вот смотри, вот сложные клиенты в твоей деятельности, это какие? Это очень хороший вопрос. У меня еще есть обучение коммуникации, и я там много об этом говорю. И для меня сложный клиент – это тот, для которого у меня нет инструментов, с которыми я не знаю, как работать. А если у тебя есть техника, если у тебя есть инструменты, если у тебя есть профессиональные знания фундаментальные, для тебя нет сложных клиентов. Да, в терапии очень много сопротивления, да, в терапии очень много агрессии, но это часть процесса. И если у тебя есть опыт, если у тебя есть образование, ты знаешь, как с этим работать, с этим нет сложности работать. Сложные те, с которыми ты не знаешь, как работать. Но для меня одним из главных правил всегда было в работе, вот где бы я ни работала, я всю жизнь работала с людьми, это быть честной. И поэтому, если у меня нет инструментов, я не знаю, как работать с человеком, я понимаю, что я не справляюсь, я говорю, что я правда не знаю. А это какие такие диагнозы, что прям так вот можно потеряться? Это что такое? Мне сейчас сложно говорить с диагнозом, мне скорее, например, с алкогольной зависимостью, с наркотической зависимостью я не работаю, потому что работа в кабинете, она не помогает, и это правда. Но для них есть другие системы, система 12 шагов, и то есть я точно знаю, где находится, у меня есть специалисты, у меня есть центр, которым я доверяю, когда человек ко мне приходит и говорит, у меня вот это, да, и я в этот момент ему говорю, слушайте, я не могу вам помочь, но я вам могу показать, где вам помогут, и я направляю туда. Ну да, логично и правильно, да. Любимая моя тема, а к тебе приходили психопаты, нарциссы? Нарциссическое расстройство – это очень часто встречающаяся патология, да? Потому что, скажи, как-то тут мне написали однажды, ой, ты так, Вика, рассказываешь, как будто бы вот нарциссы такие успешные, такие вот они показушные, успешные, все вокруг у них хорошо. Вот объясни, что на самом деле просто они создают такой имидж, на самом деле у них в душе такой дикий ад, в который они пытаются других втянуть. Но это правда, очень часто материальная компенсация – это компенсация внутренней пустоты. Но давайте не будем сейчас обобщать, что не все такие. Среди успешных людей есть люди нормальные, которые получают удовольствие от жизни, которые счастливы, у которых есть такие близкие, теплые отношения, и они есть, я таких знаю, и которые создают бизнес и зарабатывают деньги за счет того, что они сами счастливы и помогают другим. И такие тоже есть. Но среди успешных людей есть люди, которые действительно компенсируют внутреннюю пустоту и невыносимость успехом, деньгами. Почему очень часто они успешны? Потому что они могут идти по головам.
То есть Без эмпатии. они абсолютно, да, безэмпатичны, и как это грубо не звучит, совесть у них не сформирована. Ой-ой-ой. Поэтому им все равно, что ты чувствуешь, то есть они берут свое и идут дальше. Таких тоже достаточно много. И ну, мы можем это видеть, я уверена, что каждый из нас хотя бы одного такого человека знает. Но на самом деле внутри у людей много невыносимости. Почему? Мы часто знаем, что у таких людей, несмотря на то, что они внешне успешные, там много наркотиков, среди них, у них много запойных алкоголиков, там, да, или они очень агрессивны, например, со своей семьей. Да, Сколько да. примеров, когда они начинают там забирать детей у жены, еще Бить. что-то. Это же не от счастья. Очень часто люди, которые не умеют говорить о своей боли, они начинают делать больно другим, только так они могут рассказать, насколько им невыносимо. Но это на самом деле очень горько, потому что это лечится. То есть терапия этому может помочь, да. Единственное, что это не быстро, то есть это длительный процесс, но есть такие кейсы, и когда человек возвращается к себе, когда он заполняет эту внутреннюю пустоту, это совершенно другое качество жизни. Горячо любимые мною нарциссы-психопаты, координаты Елены будут под видео. Записывайтесь, она работает онлайн, очень интересно. Так что, пожалуйста, у вас есть шанс немножечко пожить хорошую жизнь, да? Ну да, когда внутри у тебя все хорошо и внешне, каким бы оно ни было. Правда же, да? Конечно. Вот я раньше... Помню, у меня был такой период, я там покупала там какую-то одежду дорогую, там стильную, там все так туда-сюда, ботинки не подходят, быстро надо искать ботинки. А потом у меня это прошло. Вот я даже, по сути, сейчас без косметики, только реснички чуть-чуть, чтобы у меня были веселее глазки, да. И получается, оно что-то проходит с каким-то осознанием, да, что вот важность в другом, и счастье в другом вообще. И когда родился Маркус, я была с ним маленькая, я не смогла путешествовать. И я вот это все продала, и на эти деньги год путешествовала. Моя подруга открыла шкаф, говорит: боже, она чуть заплакала, пусто. Там что-то там три вещи висят. Но зато я вот тут счастливая, понимаешь, да? Ну вот, когда появился новый смысл жизни, когда ты поняла, чем ты хочешь наполнить свою жизнь, то вещи стали не нужны. Да, вещи стали. И вообще тут в Хургаде у нас вот есть штанишки, есть маечки. Как-то. Ты почувствовала это? Ну, то, что здесь нужно мало вещей, однозначно, да. Это, да, почувствовала. И здесь не хочется сильно, правда, наряжаться. Правда? Все просто, да. Тут как-то вот это счастье солнца, счастье моря. И вот что, и вот получается... У тебя же это есть, и ты как-то часто ходишь на море вообще? Ну, если я не работаю, работаю я много, я стараюсь ходить каждый раз. Елена живет тут недалеко от моря, буквально там метров 200-300, да? Вот, так что мы... мы еще хотели там снять видео, вот это снимем, там кафе есть красивое. У нас планов очень много, очень много. А вот у меня есть еще такой вопрос. Может, мы сделаем отдельное видео, как побороть, допустим, мнительность, обидчивость. Может, давай отдельное видео сделать? Ну, как скажешь. А вот такой личный момент. Ты вот, была привязана больше к папе или к маме? Ну, я однозначно была папина дочка. Папина, да? Да. Ага. Но они, вот папины дочки, они, знаете что, они такие долюбленные. Какие-то они другие. Это на самом деле, если мы говорим про меня, то, что ты видишь во мне, это результат именно терапии. Потому что, если мы говорим про меня, я ребенок из неблагополучной семьи. Причем с одной и с другой стороны. И как и любой ребенок из неблагополучной семьи, то есть они не умеют жить счастливо, они все время в страданиях. И вот эта долюбленность, это как раз результат моей работы, то, что случилось в кабинете. Потому что, когда мы встречаемся в терапии с собой, мы как раз и становимся тем родителем себе, который долюбливает. И почему я спокойно отношусь к тем, кто не любит себя, потому что когда у тебя появляется вот эта вот любовь к себе, отношение теплое к себе, а это результат именно терапии, тогда ты начинаешь любить других.
И вот эти банальные фразы, пока ты не полюбишь себя, ты не полюбишь других, это правда. Но самому себе это сделать невозможно. То есть многие люди говорят, там, как шаблон, да, полюби себя. Как ты можешь полюбить себя, если у тебя не было такого опыта? Ну, А да. хороший специалист создает тебе условия для того, чтобы это случилось, и он показывает, как это делать. То есть он тебя учит, как любить себя. И у меня, самая моя большая счастливая встреча, это мой аналитик, она потрясающая вообще женщина, с которой мы много лет, и именно она научила. Это не родительская история в моем случае, это именно история аналитика, который очень бережно, аккуратно, много лет, прорабатывая со мной травму за травмой, а у меня их было очень много, учил меня любить себя. И поэтому, когда вот хейтер пишет, там, да, и мы над этим смотрим, для меня это смотрится мило, потому что в этом я вижу их боль. То есть это ко мне не относится, когда они пишут, допустим, что там, все психологи шизанутые. То есть это же говорит о том, что в этот момент человек говорит, на моем пути встречались только шизанутые люди. Там невозможно увидеть, что бывают другие. Допустим, или помнишь, когда мы писали про дружбу, там одна женщина написала, что все женщины там змеи, которые предают, и все. Она же писала не о наших героинях, она писала о том, как у нее было в жизни. То есть она писала, в моей жизни встречались женщины, которые предают и которые, то есть злые и обидчивые. И каждый человек говорит всегда о себе. Да, поэтому... о себе. Так интересно, очень интересно. Получается, я, кстати, тоже знаю свой маленький диагноз уже, он называется избегающий тип личности, но я немножко дополнила. Избегающий тип привязанности, это у меня, но я немножко дополнила избегающий дураков тип привязанности, потому что, получается, я же вот хороших людей не избегаю, получается, да, я наоборот тянусь к ним. Вот, Лена тут меня кормит уже второй раз. Я сегодня пришла на завтрак, кстати, я еще покажу, что вон там завтрак нас ждет. Я говорю, так, давай пьем кофе, сначала поговорим, потом завтрак. Вот, так что, кстати, так интересно, знаешь, потому что я все время, вот представляете, мои дорогие подписчики, вот я прожила полжизни, и вот встретив Елену, я только поняла, какой у меня тип привязанности, и почему я не люблю непонятные клубы, там, где много людей непонятных, вот это все, потому что, Лена говорит, ты считываешь, у тебя ресурсы идут на вот это все, погружаешься в эти эмоции, чувства, а, говорит, в одиночестве комфортно или с хорошими людьми, да, потому что, мне хорошо. Поэтому не обижайтесь, если я вас избегаю. Может быть, у меня нет ресурсов, может быть, я очень занята. Правильно же такое Конечно. бывает, что у меня просто нет ресурса на обработку определенного человека. Вот. Так что, как-то вот так, вот смотри. Но на самом деле, Дара, проклятие людей с сильной эмпатией и интуицией. Я думаю, что среди твоих подписчиков тоже есть много таких людей, то что они очень хорошо понимают, что происходит с другими людьми, да, вот, когда человек говорит, да я понимаю, что вот это, да, эмпатичный человек. Да. Но вот эта чувствительность, на ее переработку уходит очень много сил психических. Да. И, соответственно, иногда после любого контакта хочется уйти. Это дар проклятия. Я понимаю, что кто передо мной, что с другими людьми происходит. Я чувствую, что чувствуют они. Но мне хочется отдохнуть, потому что невозможно. То есть ты все время находишься в психическом напряжении. И поэтому ты уходишь отдыхаешь один. Вот, так что теперь будете знать, в общем, про мой... Один из моих диагнозов, остальные я пока еще не знаю, если узнаю позже, вам скажу, а может и не скажу. Это, знаете, особенно вот для тех, кто работает с людьми, кто эмпатичный, вот это очень классный симптом, когда вы сидите и думаете, я ненавижу людей. И очень часто люди потом, им стыдно за то, что они это чувствуют. А на самом деле это психика вам говорит, я устала от людей, я хочу отдохнуть. Если вы в этот момент возьмете, отойдете, и там один день, два побудете с собой, посмотрите фильмы, я там, не знаю, книжку почитайте, горизонтальное положение, вы увидите, что от вашей ненависти не осталось вообще ничего. То есть я устал. То есть психика так говорит, я устал. Да, вот это я очень часто чувствую, такое прям вообще.
И это совершенно нормально. Нормально. Это нормально. Я такая с детства была. Я всегда брала книги, вот уходила в лес, там я как раз козы пасла у бабушки, когда маленькая была, в лес уходила, и там вот спряталась, мне это хорошо было. Помню, брат показал ребятам мой домик в лесу, я поссорилась, говорю, а зачем ты выдал меня? А они как-то его подкупили, чтобы он показал, ну, постарше ребята, знаешь, а брат мой младший вот, взял и выдал меня. И вот мне так очень важно порой спрятаться от кого-то, побыть, потом назад возвращаюсь, вот так вот, наполняюсь, все, туда-сюда. Да, психика отдохнула, и я готова опять общаться. Вот, так что вот, видите, я вот полжизни мучилась, думала, почему я вот какая-то такая, вот, а вот теперь я знаю, что это вот особенность моей психики, правильно, да? Да, это я такая. Вообще, если мы будем уважать. Мы, кстати, с Леной еще приготовим тему, ну, может быть, да, может быть, нет, допустим, травма как ресурс. Если вы будете относиться, любя к своей там невротике или что. Вот я помню, вот как-то вот некоторые предметы тяжело мне было в школе, как-то я нервничала. И получается, да, вот, если вот так правильно все понимать себя и любить, это же так круто, да, Лен? Ну, ты становишься спокойным, потому что ты знаешь, где у тебя есть возможности, а где у тебя есть ограничения. Ограничения, действительно, это вот из области принятия, правда? Вот, как хорошо. Все координаты Елены под видео, пишите, дорогие друзья, звоните. В общем, у меня начался новый виток жизни благодаря вот Елене. Так что у вас тоже есть вот возможность такая. Смотрю на наш салатик красивый и, в общем, сейчас будем уже завтракать с Еленой. Кофе вкусный. Это вот египетский кофе, да? Да, да. Египетский. А ты турецкий кофе пробовала? Да, вообще, да. И? Я его тоже покупала. Но это не то, что я люблю, и я немножко к другому кофе привыкла, конечно. Как в Египте культуры кофе нет, а мы настолько в России, как оказалось, избалованы. Вот, да. И мне, конечно, очень не хватает. Так, а тут есть вот в магазинах, магазин Метро, там есть лаваца, вот это все. Ничего там нету, я вчера была. Да ты что? Да, там, ну, вот я не смогла ничего выбрать. Надо в БСТВ ехать. Там европейские продукты. Видите, как я рекламу делаю? Но я нашла для себя Starbucks рядом. Валдау, вот здесь. Я хожу туда. Пить кофе, да? Да, потому что и подруга у меня приедет, она привезет мне кофе, потому что я кофеман, и для меня то, что продают здесь, это вообще... Слушай, это же тоже зависимость. Да, да. Не, так... Но у каждого должны быть какие-то зависимости. Так ты знаешь, Леночка, я так подумала, вот думаю, а чего у меня зависимость? Даже можно тему сделать, видео на эту тему. У меня зависимость, я очень люблю вязать. Я очень люблю вот видео свои делать, вот давать информацию людям, вот это все. Получается, просто можно хорошими зависимостями вытеснить плохие зависимости. Мне кажется, здесь немножечко нужно поменять формулировку. Зависимость – это то, без чего твоя жизнь разваливается. Ну, образно говоря, если ты вязание уберешь из своей жизни, то твоя жизнь развалится. Вот это зависимость. И это так же, как в отношениях. Если человек уходит, то есть твоя жизнь разваливается. Вот это созависимость. Да? Зависимость. Так может быть, что человек... есть вещи, которые, от которых ты получаешь удовольствие больше, чем от других. Вот ты получаешь, допустим, от вязания, а я получаю от кофе. То есть я, допустим, не курю, я не пью алкоголь, я не ем пирожные. Но кофе – это то, что наполняет меня и дает мне удовольствие моим вкусовым рецепторам. И, конечно, я могу прожить без кофе, но если у меня есть возможность, я всегда буду искать тот, от которого меня доставляет удовольствие, так же, как и ты найдешь вот этот вот моток пряжи. Да? Ты знаешь, я хотела бросить кофе, и я его просто не покупала. 3 дня это длилось. Но, мои дорогие подписчики, в течение этого дня я находила людей, которые меня угощали кофе. Вот. Ты понимаешь? Да. Ну, я считаю, что это нормально. У каждого человека есть то, от чего он получает максимальное удовольствие. Да. Так, но мне кажется... Самое главное, чтобы это не разрушало твою жизнь. Ну, допустим, сигареты, алкоголь, кто-то от этого тоже получает удовольствие, но это разрушает твою жизнь. А 2 чашки кофе вкусного в день. Слушай, так интересно, вот перепрыгнув назад немножко, получается, у людей, у которых избегающий тип привязанности, должен быть такой партнер порядочный, чувственный,
Да, вот. Да, он должен понимать, что человеку иногда нужно отойти в сторону. Есть очень классная фраза про мужчин, вот именно, но я считаю, что она вне гендера абсолютно, потому что и женщинам это тоже нужно. Иногда уйти в пещеру. То есть и партнер должен понимать, что это нормально. То есть я тебя очень люблю, а я в тебе нуждаюсь, но мне нужна возможность, что в какой-то момент побыть одному. Вот, например, я тоже люблю скрываться, мои друзья все это прекрасно знают. И, допустим, они спрашивают меня: ты как? То есть я говорю: я сейчас не хочу общаться, то есть вот я сама с собой, я люблю читать книги, размышлять, я очень много учусь, я постоянно учусь, то есть у меня все время вот профессиональная литература, я везде с ней. В руках подержу. Вот. Ой, как интересно. А есть вещи, и те люди, которые, допустим, они меня любят, они это понимают. И они к этому спокойно относятся, они знают, что я их люблю в этот момент, но я хочу побыть одна. Да. Готова ли ты общаться? То есть, наверное, поэтому, если вот как-то агрессивно меня прессует, я сразу защищаюсь. У меня сразу оружие, стрелы, и я готова отстреливаться, потому что, получается, очень сильно внедряется в мое пространство. Конечно. Да? Классная если еще, Лен, если еще применяет манипуляции, вот со мной нужно так: Вика, хочу тебя увидеть, выпить с тобой кофе. Вот со мной нужно, честно. Честно, и бизнес, или дружеские, но если я чувствую манипуляцию, я отхожу или отстреливаюсь. Это нормально для моей психики, да? Самая классная фраза в жизни, что лучшая защита – это нападение. То есть, когда ты человеку говоришь раз, что я вижу, что ты манипулируешь, или мне не нравится то, что ты делаешь, когда ты человеку ртом, словами через рот, как я люблю говорить, то есть в третий раз ты уже начинаешь нападать, потому что человек тебя не слышит. Он понимает, видимо, язык агрессии только. И так бывает. Такие люди понимают только такой язык. Да, кстати, да. И все. Да. Может, на сегодня хватит? Как скажешь. Давай приступим к завтраку. Давай, идем. Ну что ж, на сегодня все. Надеюсь, видео было вам полезно. Напомню вам, что на моем канале вы можете заказать рекламу своего бизнеса и получить большое количество клиентов. Все координаты под видео. И до скорых встреч на берегу Красного моря. Пока-пока.